Друзья, всем привет! Это новая серия нашего блога, и вы, наверное, подумали, что мы расскажем вам про наш оранжевый чарджер, про наш синий чарджер, но нет! В этой серии мы расскажем про наш новый голубой чарджер. Сейчас мы его спускаем с эвакуатора и показываем все подробно. Ну что, вот еще один 69-й Dodge Charger в нашем стойле. Состояние у машины на вид немного удручающее, не подключен мотор, неизвестно его состояние. Но продавец заявил, что вроде как нужно просто подключить топливо, поставить насос ГУР, подвести питание, и машина заведется и будет ездить. Ну, естественно, первым делом мы это и сделаем, чтобы порадовать вас выездом на нем. Поэтому загоняем в гараж и начинаем работу. В общем, кроме заявленных продавцом проблем, здесь также не установлен стартер, не установлены выпускные коллектора. А вы, наверное, помните, как мы с ними мучились, поскольку стартер тоже огромный и большой. Это будет проблематично достаточно все сюда установить. Начну я с того, что подведу топливо и подключу новый топливный насос. К сожалению, патрубков системы охлаждения в комплекте тоже не было. У меня, естественно, в наличии их тоже не оказалось. Был один универсальный, который я сейчас использовал. Выглядит стрёмно, это, конечно же, не завод. Я собрал из нескольких кусков. Но что делать? Надо выехать, чтобы проверить машину, коробку и мотор. Это пока временное решение, но мы его используем. В общем, систему охлаждения подручными средствами удалось собрать. Это выглядит вот так. Не очень, конечно, круто. Но переходим к следующему вопросу. Это топливная система. Здесь есть подача на карбюратор, вход. И есть трубка с фильтром, которые идут из бака. Нет насоса. Насос у нас есть. Низкого давления. Сейчас мы его монтируем в эту систему. Все подключим и попробуем, работает ли. Используем спортивный топливный патрубок, синий, прозрачный. В магазине в Кунцево сказали плюс 20 сил. Опа. Топливная система тоже готова к использованию. Я все прикрутил, поставил на свои места. Сейчас закреплю насос на крыле и перейду к следующему этапу. И это будет система зажигания. Тут, к сожалению, в комплекте не было проводки, не было проводов от трамблера к свечам.
и от катушки к трамблера. Сейчас придется тоже искать в бэушных каких-то заначках, естественно. Надеюсь, что-то найду, и после этого будем пытаться завести машину. В комплекте у нас шли тюнячие выпускные коллектора. Это, между прочим, Hooker. Им, судя по их внешнему виду, очень-очень много лет, но это не влияет на их функциональность, поэтому мы их сейчас будем ставить. И специалист по коллекторам у меня есть, который уже любит и знает, и практикует, да, как это делать. Я уже пробовал ставить коллектор на 440 моторе, точнее на 400, но на 440 в принципе примерно то же самое. А теперь он попробует это сделать, может быть у него будет это быстрее, а вы наблюдайте. А вдруг не получится? Я этого не слышал. Чарджер на подъемнике, и теперь мы можем детально изучить его состояние снизу. Погнали! Начиная с того, что полностью уничтожена вся передняя подвеска, естественно, это резинки, сайлент-блоки, уплотнители, все в труху. То есть мало того, что они где-то, может быть, и есть, но они высыпались, высохли, и дальнейшая эксплуатация машины с такой подвеской, ну, проблематична. Полностью все под замену. Естественно, барабанные тормоза в круг тоже нужно будет поменять. Везде следы подтеков масла. Стартер, естественно, отсутствует. Вот висят провода от него. Но зато на подъемнике будет проще поставить коллектор и стартер обратно на место. Вот такие вот вещи открываются нашему взору. Кто-то сделал заплатку, сделал ее на саморезах. Но хорошая новость то, что это единственное место на кузове, подверженное сквозной коррозии. Если сравнивать с оранжевым Чарджером, тут все очень-очень хорошо. Нет сквозной ржавчины, нет трухи, лонжероны хорошо сидят на кузове, то есть они монолитные. Нет очагов ржавчины, да, все какое-то засохшее, завядшее, но нет дырок. Это большой плюс. Даже бак, можете обратить внимание, что достаточно крепок. Естественно, нужно заменить все амортизаторы в круг. Вот, кстати, единственный еще косяк я вижу. Задние крылья — это ремонтные крылья, а это оригинальные крылья. Они просто прикреплены сверху. То есть это по-хорошему надо удалять и ставить новые элементы. Но люди в Америке не заморачивались и просто поставили сверху новые ремонтные крылья. В общем, все не так уж и плохо. Эту машину можно привести в чувство. Ну, я не сказал бы, что супер сложно это будет сделать. Мы этим, естественно, займемся. А пока наша основная цель — завести машину, поставить ее на ход и сделать тест-драйв. Естественно, как я и ожидал, проблемы возникли с установкой выпускных коллекторов. Сделать это даже на подъемнике пока не получилось. Нам сейчас придется вывесить мотор, и только после этого уже попробуем их вставить. Не знаю, может быть, они вообще сюда не подойдут, сейчас мы это проверим.
Ну, полбеды есть, мотор получилось вытащить. Предварительно мы сняли кардан, отключили траверс у коробки и подняли мотор чуть-чуть наверх. Но в ходе этого выяснились тоже какие-то нюансы, что все равно не получается поставить. Теперь просто не совпадают шпильки и отверстия на выпускном коллекторе. Уже битых 2 часа с лишним, наверное, мучаемся с установкой коллекторов стартера. Мы перепробовали кучу всяких вариаций, доставали мотор чуть-чуть, накидывали выхлоп, потом накидывали стартер. И вот так в разных положениях по несколько раз приходилось ставить выпускные коллектора. В итоге вроде нашли, как это сделать. Сейчас поставили стартер, опустили выпускной коллектор пониже, сейчас прикрутили стартер и будем опускать потихоньку мотор, и тогда уже поставим выпускной коллектор. Посмотрим, что из этого получится. В общем, все. Эпопея с установкой коллекторов закончена. Мы благополучно поставили мотор обратно. Все вроде бы зашло. Стартер на своем месте, коллектора тоже, мотор опущен на подушке. Теперь поднимем машину, подключим обратно карданный вал и будем собирать под капотом. Даже со щупом на этой машине не все в порядке. В общем, соединяем проводку. Осталось буквально подкинуть сюда провода. Дим, подкинешь? Теперь дело за малым, надо подлить бензина и дать искру. Зажигалка есть, парни? В общем, поскольку ключей от этой машины толком не было, использовалась также отвертка. О, нормальный американский ключ, самый настоящий. Это, видимо, проклятие всех чарджеров. Старую личинку мы выбрасываем. И заказаны были новые личинки. Мы их сюда вставляем. И теперь у нас есть полноценное рабочее зажигание с новыми ключами. С замком мы разобрались, и теперь настал кульминационный момент. Мы будем пробовать завести этот мотор. Дима заливает бензин, я кручу зажигание. Помчали! Контакт есть? Смотрим. Нормально? Давай скру проверим на свечке.
потерянной искры у нас... Грустно начал. На поиск утерянной искры у нас ушел почти день. Но в итоге мы пришли к тому мнению, что умерло старое зажигание, которое стояло, ну точнее неизвестно, стояло оно в этой машине или просто его сюда бросили. Оно было в комплекте. Мы его заменили, внимание, зажиганием с того самого оранжевого чарджера, с которого все это снялось. Оно оказалось полностью рабочим. Мы его имплантировали в эту машину, и вуаля, появилась искра. Затем мы подключили по схеме всю проводку в моторном отсеке, которая только нам нужна. Мы подключали, естественно, все на соплях. Главное, чтобы завелось и работало. И сейчас мы попробуем запустить машину. Мы залили чуть-чуть бензина в карбюраторы. И это первый запуск двигателя. Давай. Ну что, вот наконец и закончилась наша эпопея с оживлением этого мотора. Мы сделали уйму работы, поставили главным образом выпускные коллектора, стартер, подобрали зажигание, отрегулировали его. Нам пришлось заменить его целиком, поскольку старое было вообще не от этой машины. Мы поставили новые карбюраторы, поскольку старые закисли и просто пропускали со всех щелей бензин. Теперь нам предстоит завести, прогреть мотор, посмотреть, нет ли утечек, и после этого уже можно машину будет тестировать на улице, на дороге. Поэтому, если вам понравилось, если вы хотите увидеть этот чарджер, а также остальные наши чарджеры, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, плюсики в комментариях, и до новых встреч, увидимся на канале.